Привет, мои дорогие студенты! Это снова я. Меня зовут Наталья, я учитель, я делаю видео здесь для вас на своем канале. А это будет видеоурок с грамматикой. Сегодня я вам дам урок по грамматике русского языка. Я хочу рассказать вам, где я была, что я делала, что случилось. Я хочу рассказать, что у меня было и чего у меня не было. Может быть, вы заметили, что я пропала. Я не делала видео 2 месяца, но сейчас я снова здесь, сейчас я снова с вами. И в этом видео я расскажу чуть-чуть о себе. Так вот, что у меня случилось? Куда я пропала? Что случилось? Почему я не делала видео? У меня был отпуск? Нет, у меня не было отпуска. Я была дома. У меня был праздник? Нет, у меня не было праздника. Ничего особенного в моей жизни не случилось. У меня были гости, может быть? Нет, тоже нет. У меня не было гостей. Я была дома одна. У меня было плохое настроение? Тоже нет. У меня было нормальное настроение. У меня был переезд. Может быть, я переезжала куда-то? Нет, у меня не было переезда. Я была дома. Я лежала и смотрела фильмы. У меня было много уроков? Тоже нет. У меня было не так много уроков эти 2 месяца. Может быть, у меня был кризис? Нет, у меня не было кризиса, все было как обычно. У меня были проблемы, да, у меня были проблемы, у меня были некоторые трудности, и поэтому я не делала видео. Если честно, у меня не было сил делать видео, у меня не было желания делать видео, у меня не было энергии, мне нужен был отдых. Я отдыхала. Я не делала видео, потому что я устала. И, наконец-то, у меня было время. Эти 2 месяца у меня было свободное время. У меня было много свободного времени. Я много спала, я много думала. Последние 3 года у меня не было времени. Я постоянно была в стрессе, мне нужно было что-то делать. Поэтому я поняла, что мне нужен этот отдых, поэтому я пропала. И у меня было время подумать. Я много думала, я думала о жизни, и вот что я поняла. У нас у каждого в жизни есть что-то важное. У нас есть семья, у нас есть друзья, у нас есть работа. Возможно, у вас есть домашние животные, у вас есть собака или кошка, и вы любите этих животных. У меня нет животных, у меня есть работа, возможно, у вас тоже есть любимая работа, может быть, она не такая любимая, но у вас есть работа. И иногда мы работаем так много, и мы забываем о том, что у нас есть. У меня есть компьютер, у меня есть хороший компьютер, но он есть и есть. Я забываю о том, что он у меня есть. Я не ценю то, что у меня есть. Я думаю о том, что я хочу, что у меня будет в будущем, что я хочу купить в будущем. И я забываю ценить то, что рядом. Иногда я забываю о своей семье, иногда я забываю о своих друзьях. Я имею в виду, я не провожу с ними достаточно времени. И это плохо. Нужно ценить то, что у нас есть сейчас. Даже какие-то вещи. Я купила себе новый рюкзак недавно, и мне он очень нравится. И приятно знать, что у меня есть новая вещь. Сейчас я чувствую себя лучше, у меня снова есть время записывать что-то для вас, у меня снова есть желание делать что-то. У меня появилась энергия записывать видео. Я снова живу активной жизнью. Например,
На этой неделе у меня была тренировка, я ходила на спорт, у меня была запись к врачу, я ходила к врачу, и у меня была встреча с подругой. Я встречалась с подругой. И на следующей неделе я планирую пойти на тренировку. У меня будет тренировка завтра. Нет, завтра тренировки не будет. Возможно, в понедельник я пойду на тренировку. Я также хочу поехать за город. Еще какие планы у меня на будущее? Сейчас я чувствую себя лучше, и я думаю о том, что я буду делать в следующем месяце. Что у меня будет в будущем? У меня будет больше студентов? Не знаю, не точно. У меня и сейчас достаточно студентов. Последние 2 месяца у меня было меньше уроков. Это было лето, мои студенты тоже отдыхают летом, и поэтому я работала меньше, это точно. Возможно, в следующем месяце у меня будет больше работы, у меня будет больше уроков. У меня будет отпуск? Нет, я не планирую отпуск, я отдохнула, я спала много, у меня не будет отпуска. Может быть, у меня будет новая машина? Нет, я не планирую покупать машину, у меня не будет машины, по крайней мере, не сейчас. Может быть, у меня будет новая работа? Тоже нет, у меня не будет новой работы, я продолжаю делать то, что я делаю, все хорошо. Я не планирую ничего менять на данный момент. У меня будет праздник. У меня будет день рождения осенью. Мне кажется, я никогда не говорила о том, когда у меня день рождения. Да, у меня день рождения осенью. У меня будет день рождения скоро, в этом году. Да и все. Вот такие планы, небольшие. Люблю и ценю то, что есть. Спасибо. И сейчас я хочу повторить для вас грамматику. У меня 2 примера. У меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть что? В прошедшем времени у меня был дом, у меня была машина. В будущем времени у меня будет дом, у меня будет машина. Вы видите, мы не меняем форму слова. У меня есть что, у меня было что, у меня будет что. Когда это негативная форма, у меня нет чего. У меня нет дома, у меня нет машины. У меня не было дома, у меня не было машины. Это в прошедшем. И в будущем у меня не будет дома, у меня не будет машины. Все 3 формы в родительном падеже. Нет чего. Это в прошедшем, в настоящем и в будущем. И теперь другой пример. У меня есть друг. У меня есть кто? У меня есть друг. У меня был друг, у меня будет друг. Да? У меня был кто, у меня будет кто. У меня нет друга. Негативная форма. У меня не было друга, у меня не будет друга. Или у меня есть подруга, у меня была подруга, у меня будет подруга. У меня нет подруги, у меня не было подруги. У меня не будет подруги. Это только для практики. Надеюсь, это понятно. У меня для вас 2 вопроса. Номер 1. Чего у вас не было раньше, но есть сейчас? Например, раньше у меня не было компьютера Mac, но сейчас у меня есть компьютер Mac. Чего у вас не было раньше, но есть сейчас? И вопрос номер 2. Чего у вас нет сейчас, но будет в будущем? Чего у вас нет сейчас, но будет в будущем? Например, сейчас у меня нет детей, но я надеюсь, у меня будут дети в будущем. Чего у вас нет сейчас, но будет в будущем? Отлично. Спасибо, что посмотрели это видео. Внизу есть ссылки на материалы. У меня есть на канале больше видео по грамматике русского языка. Я делаю транскрипции, все ссылки внизу. Я даю уроки, если вы хотите поговорить со мной. Также ссылки внизу.
ставьте лайк, и спасибо вам, что изучаете русский язык со мной. У меня есть еще видео о грамматике русского, смотрите также это видео. Пока-пока!